Привет! У меня в мастерской очередная обновка. Это орбитальная шлифовальная машинка AEG. У меня в мастерской уже есть машинка, это Makita, я о ней уже рассказывал. У нее есть свои плюсы и минусы, но с производительностью у нее не очень. Шлифовать Makita нужно долго, основательно, и частая смена абразива тоже не предусмотрена, потому что не очень быстро это все менять. Хотя есть в этом плюс, и я об этом плюсе рассказывал. Доступность материала, то есть абразивы обходятся дешевле. Решил выбрать что-то себе по-производительнее, по отзывам понял, что это именно орбитальные шлифмашинки. Очень удобная смена абразива, просто на липучке. В производительности они практически доходят ленточные шлифмашинки. Но ленточная — это грубая обработка, все. Для более точных работ орбитальные. Когда начал выбирать, решил сразу купить себе профессиональную модель. Сначала выбирал между Makita, Bosch, DeWalt, там такие именитые бренды. Думал что-то из этого. Но зайдя на сайт с инструментами, всеми известный, увидел, что там в товарах месяца стоит шлифмашинка AEG. И когда начал искать информацию о ней, понял, что она, в общем-то, значительно превосходит всех своих именитых конкурентов. При том, что цена на нее была снижена. Получилось ее купить за 5500. Притом, у нее есть ряд плюсов, которых нет у конкурентов. Во-первых, это шнур. В Makita, например, его всегда не хватало. Здесь 4-метровый шнур, его в моей мастерской его за глаза хватает. Даже иногда хожу и путаюсь. Я уже успел на ней поработать, преимущество это оценил. Во-вторых, это плавный пуск. Плавный пуск встречается в очень профессиональных машинках другого уровня. Ценник у них начинается примерно от 30 тысяч. Насколько я бегло просмотрел, плавного пуска у Bosch, Makita и DeWalt, по-моему, нету. Я могу ошибаться, если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Это два серьезных плюса, которых нет у конкурентов в этой ценовой категории среди профессиональных шлифмашин. Третий плюс, конечно, я его уже тоже сказал, это цена. У меня получилось его взять намного дешевле, чем он стоит, с хорошей скидкой. Плюс не заканчивается. Хорошая сумка, которая пригодится не только для переноски шлифмашин, но и, я думаю, найду ей применение. Яркая, сумочка симпатичная, вполне себе качественно сделана, так что в хозяйстве все пригодится. В плане производительности хочу сказать, мне сразу же она, как пришла, в этот же день начал шлифовать большой объем досок, щитов. Я скажу, что справляется она намного быстрее, чем моя Makita, моя старая шлифмашинка. Работает ей достаточно удобно и быстро. Плавный пуск в этом сильно помогает. То есть в Makita это всегда сильный толчок, сильный рывок, а здесь заводится очень плавно. Единственное, только останавливается она медленно. Выключил, она несколько секунд, двигатель останавливается, вибрация, только потом ее можно ставить на стол. Так она немного уезжает. Хотя вырывается она, ездит по столу не очень сильно. У нее есть механизм специальный, который не дает машинке скакать по столу. Очень сильно удивил еще патрубок пылеотвода. В комплекте с шлифмашинкой было два круга 80-ки, 80P абразив. Сразу же наклеил, поставил, пошлифовал, открываю, смотрю, достаточно пыль хорошо вроде бы собирает. По краям не разлетается. Думаю, очень хорошо. Так как объем большой, я решил использовать эту 80-ку сначала, но в мешок потом не заглядывал. Попробовал, посмотрел, пыль собирается, снял. Дело в том, что у меня есть запас обычных кругов, которые без отверстий. Я думаю, израсходую сначала их, потом уже буду покупать с отверстием. В чем смысл? Там нет отверстий и, соответственно, нет пылеотвода. Вся пыль разлетается по сторонам. Но какое было мое удивление, закончив весь проект, куча досок, это примерно площадь, квадрата 4-5, наверное, я отшлифовал 3 видами абразива без отверстий. Кого было удивление, я открутил, снял патрубок и увидел, что древесная пыль забитая прям полностью забит этот кожух, полностью забит этот канал пыли. Как он туда попадает, для меня загадка. Возможно, через вот эти прорези подсасывает и уже кидает в мешок. Для меня это был сюрприз, это вообще несомненный плюс. Пыли, конечно, было много. Я как понял, что большинство все-таки собралось все равно в мешок, даже без отверстий. В общем, это тоже прям очень сильный плюс. Так что машинка очень доволен. Могу смело вам рекомендовать. Это один из инструментов, которыми я доволен. Эта покупка меня очень сильно порадовала. Соответственно, и вам рекомендую. Спасибо вам за внимание. Буду рад, если вам оказался этот ролик полезен. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.